Волк яростно рыл землю под старым дубом, будто знал, что времени почти не осталось. Опытный охотник замер, зверь не убегал и даже не рычал. Он словно ждал именно его. Когда он подошел ближе и направил фонарь в яму, внутри все похолодело, и он чуть не упал в обморок. А волк в этот момент тихо заскулил и медленно отступил назад. Михей прожил в лесу почти 10 лет. В свои 70 он давно привык к тишине, к скрипу деревьев по ночам и к одиночеству, которое больше не пугало, а наоборот, защищало от прошлого. Люди ему были не нужны, да и он им, казалось, тоже. Утро начиналось одинаково. В 5 часов свистел старый чайник, Михей наливал кипяток в потрескавшуюся кружку и смотрел в окно, где лежала густая ноябрьская темнота. Но в тот день лес был другим, слишком тихим, слишком напряженным. К старому дубу он пошел ближе к вечеру, проверить капканы. Шел уверенно, зная каждую тропу, каждый поворот, но вдруг остановился. Впереди стоял волк, крупный, серый, со шрамами на морде. Он не рычал, не скалился и даже не пытался уйти, просто смотрел прямо на Михея. Тот медленно поднял ружье, но палец так и не нажал на спуск. Что-то внутри подсказало: стрелять нельзя. Волк отвернулся и вдруг начал яростно рыть землю у корней дуба. Лапы разбрасывали мокрую землю в стороны. Он скулил тихо, почти жалобно, словно торопился. Михей сделал шаг вперед. Волк остановился, посмотрел на него и отступил, но не ушел, будто звал за собой. Тогда Михей подошел ближе, включил фонарь и увидел среди земли кусок синей ткани. Куртка. Сердце неприятно сжалось. Он опустился на колени и начал копать руками. Земля была мягкой, свежей. Через минуту показалось лицо. Старик, примерно его возраста. Бледный как пепел, губы синие. Михей нащупал пульс. Слабый, почти исчезающий. Но он был живой. «Держись», – пробормотал он, хотя сам не понимал, зачем говорит это. Он быстро набрал скорую, коротко объяснил, где находится, и снял с себя куртку, укрывая найденного. Сидел рядом, проверяя дыхание, и вдруг заметил, как губы старика дрогнули. Тот с трудом открыл глаза и прошептал: «Михей». Старик знал его имя. Михей нахмурился, наклонился ближе. «Кто ты?» Но вместо ответа прозвучало едва слышное: «Они не отпустят». Глаза снова закрылись. Вдалеке уже слышалась сирена, и в этот момент где-то в лесу раздался протяжный волчий вой. Михей резко обернулся, но волка уже не было. Он исчез так же внезапно, как появился. В больнице все происходило быстро. Старика увезли в реанимацию. Врачи говорили о переохлаждении, о том, что он чудом выжил. Михей сидел в коридоре, глядя в пол. Под ногтями еще оставалась земля, а в голове крутились слова: «Они не отпустят». На следующий день он вернулся. Сам не понял зачем, просто не смог остаться дома. Палата была в конце коридора. Старик лежал на кровати, уже в сознании, но все еще слабый. Когда Михей вошел, тот медленно повернул голову и долго смотрел на него. «Ты меня откопал», – прошептал он. «Волк нашел», – ответил Михей коротко. Старик прикрыл глаза и тихо выдохнул. «Значит, еще не все кончено». Михей подошел ближе. «Кто тебя закопал?» Старик долго молчал, будто решая, говорить или нет. Потом тихо произнес: «Лучше бы ты прошел мимо». «Поздно», – жестко ответил Михей. Старик открыл глаза и посмотрел на него так, что по спине прошел холод. «Они берут людей», – сказал он. «И не ради денег». «Тогда зачем?» Старик сглотнул, губы дрогнули. «Потому что могут». В палате повисла тяжелая тишина. «Сколько их?» – спросил Михей. «Больше, чем ты думаешь», – прошептал старик. «И они знают, что ты меня нашел». Михей замер. «Почему?» Старик посмотрел прямо в глаза. «Потому что ты не первый, кто вмешался». Он сделал паузу, словно собираясь силами, и добавил: «Но остальные не дожили». Михей стоял молча. Внутри медленно поднималось то самое чувство, которое он пытался забыть все эти годы. Тревога, предчувствие беды. Снаружи все было спокойно.
Люди ходили по коридору, кто-то разговаривал, кто-то смеялся. Обычная жизнь продолжалась. Но Михей уже понял, для него она закончилась в тот момент, когда волк начал рыть землю у старого дуба.